Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Nobody Wants to Die. Сейчас мы едем на каком-то лифте Короче, на каком-то лифте куда-то едем. Да, тоже я не знаю, пофиг. Значит, у игры Олимп есть собственный Аид. Промозглый ад, где люди расплачиваются за вечную попойку богов. Да? Прикольно. Давай туда. О май гад. Максимально молодые тела. Без сертификатов. Мужской класс тела плюс возраст 21 удалено, особенности огромные мускулы, информации нет. Я узнаю это тело. Оно принадлежит актеру, которому перерезали глотку. Пол женский, Б плюс 21, особенности запрещенная татуировка, информации нет. Эй, Джей, возвращаемся к началу, Эдвард Грин. Где такого у тебя на него не было? Что? Смотри вокруг, ты правда думаешь, что кому-то может понадобиться больше, чем ты видишь? Ну, тут не поспоришь. (21) особенности кастрирован. Мамочка. Мамочка, шоце. Чертов передатчик Ихарита. Хочешь попробовать? Иди ты нахрен, я не такой, как они. Не страшно. И чё? В итоге? Использовать рентген? Его Ихари, 21 год. Какой-то безымянный ребенок. Бывший владелец заколотого тела. У них у всех возраст первой подписки. Если бы они не заплатили, то лишились бы тел. Но Ихариты, почему их еще никто не ищет? Детские дома. Вот почему Грин с Ковеном не жалели на них денег. До тех пор, пока им не исполнилось 21, разумеется. Офигеть. А ну что, мне интересно, есть ли что-нибудь тут по бокам? Здесь, короче. Не, ну тут прям темно-темно, ничего нету, да? Есть что-то. Ничего не напоминает? Похоже на документы из CFC, но сертификат отсутствует. Кинестетическая синестезия. Какая-то дичь. Охренеть. Грин наверняка использовал запись для шантажа. Сколько бы вокруг ни было зла, Грин все равно держал их за яйца. Там ничего нет. Сосредоточься на себе, ты получил своих гребаных 5 минут славы. Боюсь, я тебя разочарую. Стоп, что это? Так Грин, сенатор. Он напал со спины. Это он их убил, бессмыслица какая-то. Как по мне, так это вполне логично. Это ты его заставил? Что у него на тебя было? Что на него? Это твоя работа. Не хочу слишком глубоко погружаться в это дело. Я тебе не твоя дешевая трущобная секрет... Что это, блядь? Слышь, что? Откуда ты знаешь, как ее зовут? Думаешь, я ни с кем, кроме тебя, не общаюсь? Сара, ты меня слышишь? Черт, подача энергии восстановлена, должна сработать. Если ты что-то с ней сделал, я найду тебя и порву на части. Да в смысле? Да я думала, он... Не, ну он, конечно, да, но, блин, я ж пристрелила по его приказу. Бляха.
Окажется, что Сары вообще не существует как не знаю, как человека, как живое существо. Я не знаю, как это объяснить. Окажется, что Сара вообще какая-то несуществующая или вообще без тела, или еще что-то. Но, может быть, я ошибаюсь, и все с ней нормально. Просто интересно, ты видел, на что способны гости Грина? Как же ты поступишь, запрешь их душу в гниющих телах? Или позволишь им вернуться на Олимп, будто ничего не случилось? Этого геля хватит, чтобы взорвать Сенат. Но если его взорвать, про их никто ничего не узнает, нет? Это все. Ты можешь их покарать. Думаешь, их тут найдут? Если я запечатаю их здесь... Да. Же жертвы. Может, они жаждут мести? Или ты можешь оставить дверь открытой, твои друзья все найдут и об этом забудут уже через неделю. Охрененно. Ну, я его закрыла, я не знаю, насколько правильный вариант, но... Я не совсем понимаю, почему он думает, что если я оставлю открытым, то полиция, типа, они все подкупные, там прям вся полиция подкупные, все пиздец. Ну, просто если да, то, конечно, понятно, что лучше закрыть. Молчание в наушнике ранило меня еще сильнее, чем собственная тупость. Кэй беспечно гулял по аду, убийца выбрался оттуда, чтобы расправиться с Сарой. Зачем ему Сара, скажи мне, я не понимаю. Нахрена ему Сара-то всралась вообще, господи. Как я мог на это повестись? А почему нет? Если это как-то спасет людей, то в принципе он прав. Но я не понимаю, почему тут все так запутано. Мир никогда не крутился вокруг тебя, болван. И все, кто утверждает обратное, несут херню, запомни уже наконец. Прекрасно. Трущоба. Я представлял, где она жила, но не представлял, как она живет. Хотелось сказать, что она находится за чертой бедности, но я сам пересек эту черту уже давно. Я должен найти ее. Где может жить Сара? Я гребу, где она может жить. Интересно, на что ходят мои налоги? У них есть бар? Сосредоточься, Джеймс. Саре нужно электричество, и немало. Эти трансформаторы похожи на новые. Пожалуй, пора кончать жаловаться на квартиру. Почему тебя так волнует Сара, если вы не так далеко? Нет, ну я понимаю, да, жалко, если с ней что-то случится, конечно, мне тоже, Ладно, окей, она... Damn it. Electric current powers up the antenna. It must be operational. Sarah needs to communicate somehow. I need to get a closer look. Прекрасно. Чудно.
Она должна быть здесь. Надеюсь, я не опоздал. Так, давай. Убийца хотел затащить меня в лабиринт и добьяно напоить страхом. Но мне было нечего терять, к тому же я уже неделю не выходил из запоя. Go away. Что это за место? С хрена ли я должна go away? Сам иди отсюда. Ну и чё там? Фонарик есть? Так зловеще выглядит даже. Оу, шит. Реакция на десинхронизацию. Таблеток нет. Ну хрен. Ладно. Что это такое? Окей, зачем я это подняла? Лив. Сами вы лив отсюда. Что тут? Сара. Ой, бля, не нравится мне это. Чушь. Слушай, чел, тебе не кажется, что тебя немножко сюда прям ведут? Это как... Я бы на твоем месте свалила. Наверное. Последний шанс. Или что? Или все, или хамбец? Нет, не надо, я иду. И что это? Какого черта? Ой-ой. Я грибу. Я грибу. Кто в тебя стреляет? Думал, я буду легкой добычей. Полиция, не стрелять. Ну, конечно, а дальше мы будем жить долго и счастливо. Чего ты хочешь? Чтобы ты понял, что совершаешь большую ошибку. Что ты с ней сделала? Бросай оружие, выходи, считай до 3. Давай разберемся по старинке. У нас других выходов нет, так-то. Я не хочу стрелять! Стой! What the fuck? James, can you hear me? What the fuck? Okay. Ладно, не заводись. Это я, Сара, все в порядке, расслабься. Что тут происходит? Я думала, ко мне слез какой-то торчок, извини. Хорошо, что я не стрельнула. Это она сидела? Терпи, я почти закончила. А можно побыстрее почти заканчивать? Как ты меня нашел? Забыла, что я детектив? Не думала, что кто-то вообще станет меня искать. Не шевелись, зачем ты сюда явился? Я думал, ты в опасности. Поэтому ты ворвался сюда как псих из-за какого-то предчувствия? Это было не просто предчувствие. Поясни. У меня тоже есть вопросы, точнее один. Ты должна была быть своей первой оболочке, удобной, практичной. Во что ты ввязалась?
Ты должна быть. Ты еще и куришь. Ты же связался с плохой компанией. Это тело, наверное, уже полвека на никотине. Оно умрет раньше, чем я привыкну. Тебе 30, разве нет? 29. Прошу прощения. Моя семья думает, я уехала. Я достала лучший синтезатор, оборудование для удаленной работы, и мне не надо было никому ничего объяснять, а потом заявился чертов Джеймс Карра и все испортил. Это я умею. Так во что ты ввязалась? Долгая история. И запутанная. Хорошо, что я эксперт по запутанным историям. Выкладывай. Я не хотела, но у меня не было выбора. Я сделала кое-что не вполне законное, но иначе... Можешь мне доверять. Я сдала свое тело в аренду на черном рынке. Ты координаторка департамента? Тоже мне святоша нашелся. Какие нахрен проблемы с управлением эмоциями? Джеймс Карра, рекомендации по взаимодействию: не упоминать о жене, не спорить, отвлекать, злоупотребление алкоголем, проблемы с управлением эмоциями. Проблемы с управлением эмоциями. Да никаких. 0 проблем. Что это тут вообще? Что это происходит тут? Тебя слышишь? Hello. Да, я хожу у тебя по дому, лажу и смотрю все, что. Замороженные воспоминания. Исследования независимого ученого и общественного деятеля Челмерса доказывают, что нарушение памяти усиливается пропорционально каждому году, проведенному в банке памяти. Директор ЦПС отказался от комментариев. Из неофициальных источников мы знаем, что против Челмерса возбудили дело. Опасаясь за свои открытия, ученый решил опубликовать их на страницах нашей газеты. Личность под угрозой. Профессора Префит и Синберн, профессора, утверждают, что трансплантация ихорита не гарантирует сохранение целостности человеческой личности. Ихорит воссоздает структуру, специфичную для функционирования каждого человека в новом теле, лишь в той мере, в какой это позволяет новая биологическая среда. Вот почему у некоторых людей синхронизация проходит так тяжело. Спящий ихорит. Группа активистов, пожелавшая остаться неизвестной, провела сканирование банка памяти и обнаружила следы активности в замороженном ихорите. Означает ли это, что даже отдаленное тело ихорит может чувствовать, думать, видеть сны? Я в шоке. Я в ужасе. Что творится, Господи? В 2057 год. Биологическое воскрешение. Ученые после долгих кропотливых исследований разработали формулу питательных веществ, которые могут воскресить любое растение даже при минимальном солнечном свете. Скоро живые музеи расцветут вновь. Угу. Граждане, уверяем, мы заботимся об окружающей среде так же, как и о развитии и доступности технологий Харита. Итак, как ваша президентка, я обещаю вам следующее. В День Матери Земли 22 апреля 2088 года мы реконструируем каждое растение, даже самое крошечное. И дальше я не прочитала, не услышала, и вообще я отошла, поэтому так. Так, сейчас подожди, я еще не долазила в твоей квартире. Ешь это.
Немножко люблю пошариться. 2071 год. Зеленый бан. Кислотные дожди, опустошающие нашу планету, не приведут к вымиранию флоры. Новый проект предполагает сбор луковиц и семян и временное создание голографических копий всех растений. Настоящие отборные образцы флоры по-прежнему будут выставляться в крытых залах живых музеев. Весело ей тут живется, да? Угу. Интересно. В 2042 год. Живые музеи. Чтобы удовлетворить постоянные потребности населения, правительство предприняло шаги по сохранению природного наследия нашей планеты. Избранные заповедники природные парки были переименованы в живые музеи, и они стали прибежищем для всех исчезающих видов фауны и флоры. Какое уродство. Ты что-то сказал? Не, ничего. Милые статуэтки. Что за фигурки? Воспоминания. Я читала, что после трансплантации хорита, особенно нелегальная часть, может исчезнуть. Это самое ценное. Однажды ночью, когда лил кислотный дождь, мы с Тейлор спрятались наверху, у входа. В то время там была дыра меньше метра и стена обломков за ней. Вместо того, чтобы сидеть на морозе и стучать зубами, как все нормальные люди, Тейлор достала фонарик. Потом в куче обломков что-то сверкнуло, и мы начали копать. Копали, пока не нашли маленькую статуэтку статуи свободы, побитую, но вроде как ценную. Мы тут же ее продали, вернулись в надежде найти что-нибудь еще. Такая Тейлор. Величайшее сокровище на этой свалке. Мы узнали, что раньше здесь был музей, и стали копать дальше, день за днем. Стерли руки в кровь и продолжали копать дальше. Короче, если она сирота, то, получается, она, возможно, из тех домов, в которых... Обычные люди приняли бы это за жест отчаяния. Но для Тейлор это было приключение, долбаная охота за сокровищами. Мы клеили, чинили, продавали все, что находили. Откопали это место, можешь поверить? Парочка малолетних археологов из трущоб. Сколько времени вы на это потратили? Почти 5 лет. Но мы этим на жизнь зарабатывали. Мы были нищими и жили в грязи, но чувствовали себя богачками. По крайней мере, пока Тейлор меня не обманула. 8 лет назад, плюс-минус пара дней. Она твоя сестра? Нет. Мы любили друг друга. Я точно помню, когда это произошло, потому что мне тогда исполнилось 21. Первая подписка. А Тейлор оплатила ее, сделала это за моей спиной. Разве это плохо? Я чего-то не улавливаю. Через месяц срок ее подписки окончился, мы были на мели. Некому было ей помочь. Она оказалась в банке, а тело ушло с аукциона.
Поэтому я должна ее вытащить. Любой ценой. Теперь понимаешь? Тебе есть амброзия с октановым числом повыше? Я налью нам что-нибудь или сам возьми амброзию в спальне. Да. Так, значит, у нее есть где-то возлюбленная, которую она хочет вернуть или спасти, или что-то такое. Анализы крови. С начала месяца. Ого, красиво. Это я помню. Да штуки лет больше, чем мне. Судья Цип. В последнем своем роде дополнение читать не буду. Мое завещание. Макс, Питер, Дарио. Я столько всего должна вам объяснить, но сначала мне надо извиниться. Я вам соврала, я никуда не уехала. Я делала все возможное, чтобы вытащить Тейлор. Я не хотела втягивать вас, потому что это было слишком опасно. То, что вы читаете это письмо сейчас, тому подтверждение. Простите, что бросила вас. Простите, что ничего не сказала, и простите, что не справилась. У меня к вам одна просьба. Я долго думала, раз я не могу жить без Тейлор, я хочу уснуть рядом с ней. Я верю, что там в банке мы встретимся во сне. Не возвращайте меня. С любовью, Сара. П.С. Я для вас все приготовила и подписала. Остальное можете выбросить или продать, а деньги поделить. Джеймс, ты не боишься, что воспоминания в конце концов исчезнут? Я об этом не думаю. Ты читала книжку «Судья Цип»? Откуда ты узнал? Последний в своем роде. Он мог бы сдаться, но вместо этого сражается за лучший мир для всех нас. Поверить не могу. Мой брат Дарио по нему с ума сходил. Мне уже нравится этот парень. Цип практически детективный роман. Одна комната хорошо защищена. Это трущобы. Но мне же надо иногда спать. Ее можно вскрыть, если приложить усилия, но мне хватит времени, чтобы проснуться и подготовиться. Прямо как в вестерне. Не, о чем там? Они бы тебе понравились. Думаю, ты нашла бы много общего с их героинями. Внутри было несколько папок с именами. Ты вообще знаешь, что такое частная собственность? Я же сказала, ни братья, ни сестры не знают. Если бы что-то пошло не так, я была бы к этому готова. Но как одно связано с другим? Я все для них приготовила, оставила завещание, где ясно сказано, что я хочу воссоединиться с Тейлор в банке. Очень благородно с твоей стороны. Что с твоими братьями и сестрой сейчас? Я не говорила. Я видела имена на шкафчиках. Не волнуйся, они все живы и прекрасно себя чувствуют. Сняли нормальную квартиру на 40-м этаже. У них воздух получше, чем здесь. Тела медленнее изнашиваются. Как ты устроилась в полицию? Я что-то не нашла, блин. Как девчонка из трущоб попала в полицию? Ты, может, и попала, мне пришлось впахивать.
Восхищаюсь твоим упорством. Удачное совпадение. У меня была бессонница, и я ненавидела тратить время впустую. Наверное, поэтому мне удалось сдать все экзамены. Это наш департамент пришел за Тейлор. Да. Да, почему? Почему я пошла к вам? Может, хотела взять все под контроль в каком-то смысле. Я решила, больше никогда не буду такой беспомощной. Я просто координаторка, но мне известно, когда и куда они направятся. Ты знаешь, кто из них пришел за Тейлор? Было сложно удержаться и не выяснить. Хочешь отомстить? Это был обычный рядовой сотрудник, чтобы восстановить справедливость. Прикинь, это он. Было бы смешно. Мне пришлось бы отомстить всей этой долбанной прогнившей системе. Хочешь поквитаться с системой? Как будто это возможно. А если да? Что за херня? Ты меня в чем-то обвиняешь? Просто интересуюсь. Что? За что пьем? Ты у нас специалист. Сядь и скажи тост. Да? Ну, ладно, тогда давай это... Поднять тост, значит. Выпьем за честность. Думаю, она нам понадобится. Ну, ладно. Для чего ты сдаешь тело в аренду? Суррогатное материнство. Для какой-то богатой дамы. Хорошей, надеюсь. Сара, только не говори, что это Джейн Сальма. Я нашел ее тело. Успокойся, я ее проверила, узнаю про нее все. Ее уже обвиняли в таком, но не смогли ничего доказать даже с кучей улик. Я сама ей предложила, у нее были бабки, у меня подходящее тело, плюс я могла ее прикрыть, поэтому я знаю, что она вне подозрений. Ладно, поверю тебе, окей. Так, значит, ты сдала свое тело в аренду. Откуда у тебя эта оболочка-то, что сейчас? Сальма сказала, это тело списали. Списное тело, после всего, что я видел, верится с трудом. Они наверняка кого-то заморозили, чтобы ты его получила. Не-не-не, кто-то купил новое тело, это никому не нужно. Проверим. Можем просканировать оболочку и проверить. Не нужно, правда, не стоит. Точно знаешь, что делаешь? Ты должна до конца осознавать, во что ввязалась. Джеймс, мне снятся кошмары каждую, блин, ночь. Мне снится она. Каждое утро я просыпаюсь, а Тейлор нет, я не могу об этом забыть. Что если она заперта там в бесконечном кошмаре? Это твои кошмары, а не ее. Ты проецируешь свои страхи туда, где страхов не существует. И ты должна с ними справиться. Джеймс, я должна ее спасти. Что он там делает? Понимаю, ради Рэйчел я бы пошел на все, или мы должны были быть на стороне добра? Я не знаю. Двоякая ситуация. А если он и то, блин? Ладно, понимаю, давай, понимаю, все окей. Иногда приходится переступать черту. Ой, зря, пожалею. И если уж делать это, то только для того, кого ты любишь. Не уверена, хочу ли я этого. Знаешь, что бы я отдал, чтобы снова увидеть Рэйчел? Все что угодно. Забинтовать я палец. Я справлюсь.
давайте на этом закончим. Я не уверена, сколько там еще осталось. Надеюсь, что не каких-то условных... Ну, я не думаю, что там будет условных 5 минут. Если 10, то уже хорошо. Короче, спасибо вам за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. А также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.